Знаете, что это такое? Что монитор? Это монитор Gen-Machine 18,5 дюймов, говорят, кабель подвинен, чтобы красиво видели. Он матовый, безбликовый, с HDR и, что самое интересное, он 120 Гц. Почему я на этом вот делаю акцент? Потому что он подходит для подключения ТВ-бокса и просмотра фильмов в 24 кадра, потому что все фильмы, практически все снимаются в 24 кадра. Он подходит для подключения консолей, потому что опять те же самые 120 Гц HDR с нормальной яркостью, да еще и звучок есть в нем, делают свое дело. А вот это все, еще и 18,5 дюймов, запакованное в очень сладкую цену. Цену мы сейчас с вами перейдем, посмотрим, потом уже распакуем, потом уже его потестируем, конечно, покажу, как он работает, но это один из тех мониторов, за которые, скажем так, не стыдно. Он не идеальный, конечно, хотелось бы лучше подставку. Тут магнитная планшетная видеоподставка, которая закрывается, но это делает его мобильным. И хотелось бы немножко лучше звук, потому что он чуть плосковат, да, в такой форм-фактор вместить нормальный динамик тяжело, но лучше, что он есть, чем его нет. А вот сама матрица IPS с покрытием 100% sRGB действительно очень даже неплоха. Поэтому давайте так. Ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик. Но сейчас мы с вами перейдем, посмотрим, сколько стоит, а потом распакуем, потестируем. Так что на канале Технозон, поехали. Итак, мониторчик портативный, 18-дюймовый. Ну, в Китае он идет как Zesius, а есть у нас официальный представитель в Украине как Gen-Machine 1080p, 18 дюймов, Full HD, HDR, 100 Гц, 16:9. В описании под видео ссылка. Тут, конечно же, цена чуть выше, потому что официальная гарантия, это очень важно. Кстати, 36 месяцев. И можно купить в кредит, но это все дело такое. Здесь мы рассматриваем конкретно международочку. Давайте посмотрим на на хайлайты основные. 1080p монитор, 100% покрытие sRGB для работы подходит, 178 градусов углы обзора, и у нас что еще там есть? Встроенный HDMI порт, который выдержит вставление более 3000 раз, такой, знаете. Есть Type-C интерфейс, и что у нас еще тут? Давайте, 18,5 дюймов, 350 кандел, кстати, для портативного близкого монитора, это достаточно хорошая яркость. 100 герцовый, 16:9, и есть даже спикеры встроенные, да ладно. 1,7 килограмма, ну что тут у нас расписали. Подходит для подключения, кстати, разных приставочек. Мы к нему подключим сейчас PlayStation 5? Очуметь. Так, тонкие рамки, слушайте, 1,07 миллиарда цветов, он что, 10-битный? Я сильно сомневаюсь. Я думаю, что здесь, скорее всего, FRC, да, он не чистый, это 100% уверен. Он FRC, но это для монитора все равно неплохо. Есть защита от глаз. Вообще он, конечно, планшетного типа. Подходит, видите, Nintendo Switch, Xbox Series, PlayStation 4, 5, ноутбуки, ТВ-боксы, смартфоны и много чего еще. Type-C 3.0. Надо идти его уже тестировать, наверное. Что-то я сильно... А вот, кстати, Thunderbolt поддержка идет. Видите, они даже заявляют, какие Asus фоны. Это, слушайте, от телефонов Thunderbolt поддержка есть. Поддержка компьютеров. Хромбуки, Zenбуки. Вот у меня как раз Zenbook есть. ROG серия. Прикольно, Surface. В общем-то, $114, неплохая цена. В описании под видео ссылочка. В Украине тех, кто находится, можно купить с гарантией на 36 месяцев без ожидания, еще и в кредит. Те же самые хайлайты мы здесь можем увидеть. Ссылки в описании под видео. И, конечно же, там же промокодики найдете. Все, перешли на тесты. Вот такой вот Gen-Machine. Вот такой вот Gen-Machine, мониторчик. Та-дам. Большой планшет, да? Сразу смотрим комплект. В комплекте у нас есть Type-C на Type-C кабель. Смотрите, Type-C на Type-C. И есть у нас Type-C, еще один на Type-C. И мини-HDMI на обыкновенный HDMI. Это очень удобно. Также у нас есть вот такой вот кабель, не кабель, а блок питания. Сколько? 20-ваттный для подключения этого монитора питания. Давайте рассмотрим сам мониторчик. Поставляется он вот такой вот магнитной обложки. Она магнитная, то есть монитор можно отсоединить спокойно. Он матовый.
монитор матовый, смотрите. Ну, тут уже кто-то чьи-то лисичоночьи лапки, да, лазили? Нет. Да. Я вижу отпечатки лисичьих лапок. Кофей. Смотрите, он матовый, то есть значит он не будет бликовать. Это хорошо. Тонкие рамки. Сама по себе рамка, слушай, спереди пластик, сзади металл. Металл есть у нас, смотрите, вот веса крепления 75/75. А что они у нас тут заявляют? HDR технология, 4К, 2К. Да ну не, это не то, это наклейка какая-то у них. Просто-напросто нет, это немножко не так. Крепится он очень просто-напросто магнитом. То есть вот магнит, он уже закреплен. Ставится вот таким вот образом, как планшет. Видите, у нас здесь есть выемки, либо здесь, либо с вот таким вот углом. То есть в зависимости от того, насколько вы высоко от него сидите. То есть вот таким образом это ставится. На углах у нас мини-HDMI, Type-C и Type-C здесь с этой стороны. С этой стороны у нас кнопки меню, есть кнопка назад и есть выход для наушников. А ну смотрим, есть ли у нас где-то... Ага, есть. У нас есть с вами динамики. Динамики и резиновые стоечки. Видели? Вот они, резиновые стоечки. Ну, в принципе, давайте, неплохо. Это очень неплохо в плане универсальности, компактности. Давайте, в принципе, включать его уже, да? И тестировать, наверное. Да, Лисичка? Все, давайте переходим и подключим. Так, ну, теперь распаковали. Самое интересное начинается впереди. Тестируем. Смотрите, включаю Type-C-шечку. Вот это такая магия у нас начинается, что если у нас поддерживается MHL телефонами, Type-C на DisplayPort, то, видите, транслировать у нас все работает. То есть трансляция будет именно телефонов. Это не все. Смотрите, у нас можно подключить ноутбук. Он просто будет работать как экран дополнительный. Оп, переключилась. Смотрите, появилась. Класс. Теперь мы выбираем параметры дисплея. Давайте мы даже перетянем туда, чтобы уже на нем все это дело смотреть. Смотрите, вот. 1920 на 1080. Сразу говорю, здесь работает у нас HDR. Вот, выбираем второй дисплей. У нас здесь подключено, так, расширенный дисплей. А где HDR-чик? Ага. Вот, пожалуйста, у нас включен HDR, да, как мы видим. И, что немаловажно, в дополнительных настройках изображения мы можем поставить 120 Гц. Он поддерживает и 100 Гц, и 120 в том числе тянет спокойно. Очень хорошо. С этим очень хорошо. Это фактические у нас замеры. Ну, если с ноутбуками все предельно понятно, и как бы, да, мы используем как монитор, как второй монитор, достаточно нормальная яркость, 350 кандел, то с мультимедиа, конечно, все интереснее. Подходит ли он для ТВ-боксов? Конечно, он подходит. Я вам сейчас покажу. Включаем через мини-HDMI. Ага, вот это ресторан. Да. Все, воткнули. Подключили Mi Box 3-й ревизии, да, как мы любим. И пошли смотреть настройки сначала. Видно там что-то? Идем в экран и звук, идем в разрешение, и он держит 120 Гц. Как мы видим, да? 120 Гц есть. Идем в динамический диапазон. Нет, тут цветовой формат. В расширенные настройки экрана. Выбор формата HDR10 поддерживает. Ну, конечно же, тут с автофреймрейтом очень интересно. Почему? Потому что при наличии 120 Гц нам не нужна нативная поддержка 24 кадра, как это обычно. Вот монитор не поддерживает 24 кадра нативных, но наличие 120 Гц позволяет нам просматривать контент без фризов абсолютно. То есть, если мы будем смотреть 24-кадровый фильм, то 120 Гц делится на, грубо говоря, на 5 без остатка, да, и у нас не будет микрофризов. Здесь мы видим декодирование 4К, декодирование в HDR, то есть ютубчик видит именно HDR-чик, смотрите, идем в настройки, видим настройки, HDR сам YouTube видит. И в HDR у нас идет декодирование. Очень красиво. Кстати, смотрите, вот я сейчас включу, там у нас есть такая сцена с трактором. Смотрите, это прямо именно HDR, да? То есть красиво. Теперь смотрим на углы. Углы верхний и нижний угол. Чуть-чуть бликуют, да? Потому что матовый экран. У матовых экранов всегда углы будут чуть меньше, но у нас не будет бликов. И при достаточно хороших углах, ну прям вообще отличный просмотр. Теперь, для ТВ-боксов действительно очень хорошо подходит.
Что нам покажет подключение, например, к игровой консоли? Нам нужно посмотреть, как игровая консоль будет видеть данный мониторчик. А ну давайте, сейчас мы Потише сделаем. Так, у нас включилось. Звук воспроизводится. То есть все бегает, все отлично. Давайте заменим с вами задержку. Стартуем вот этот вот несчастный секундомер и давайте прыгаем по кнопке по X. Мы регистрируем и считаем миллисекунды уже на покадровой съемке. Мы считаем миллисекунды. Задержка достаточно низкая, играть можно, при том, что здесь есть еще и пресет игровой. То есть давайте зажимаем. Давайте режим сцены, стандартный, либо игры. Но это больше относится к цветовым каким-то моментам. Особо это на задержку не влияет, но задержка достаточно низкая. С этим все понятно. Давайте выйдем в меню. Давайте на домашний экран. И пойдем посмотрим в настроечки, что же у нас здесь показывает именно экраны видео. Подточный видеосигнал, это у нас 1920 на 120, HDR, RGB HDR и 120 Гц он тоже поддерживает, но в автоматическом режиме. Давайте еще с вами посмотрим по звуку. Я вам скажу, это такой вот колоночки внизу расположены. Конечно, хотелось бы, чтобы он был громче и басистей, но это и неплохо. То есть лучше, что они есть, чем их нет. Давайте посмотрим, что у нас в настройках. Есть регулировка яркости контраста при выборе стандартной схемы. Давайте вообще... Давайте мы с вами подключим обратно TV-Box, чтобы ничего там не играло, потому что вечно наш воспроизводится. И посмотрим, что у нас есть в настройках. Яркость, контраст, режим сцены можем менять. Можем включать DCR с затемнением. Да? Цветовые режимы. У нас есть регулировка, видите, есть пользовательский, есть sRGB, есть 9300 кельвинов, есть 6500. Это у нас температура цветовая. Также у нас есть режим сбережения глаз. У нас есть управление, ну здесь такое, можно выключить звук, можно просто-напросто задать объем. Есть язык русский, английский, куча всего. Украинского, к сожалению, нет. Можно включить авто HDR, можно просто включить на постоянно. И есть управление вот этим вот выбором автоопределения, либо входом. Отдельно, если у вас подключено одновременно 2-3 девайса, то можно выбирать. Что я могу сказать? Неплох монитор. Рекомендую. Один из лучших в своем классе именно 18-дюймовых, даже 18,5. Почему? Честный HDR, хорошая яркость. Неплохой звук, хотя звучок получше. Тут уж я честно говорю, давайте будем абсолютно честными. Но матовое покрытие без бликов, хороший размер, неплохой формат. Можно легко отделять от стойки, можно подсоединить его через веса к любой стойке, которую вы там придумаете. И плюс еще цена. За такую цену найти вменяемый монитор действительно тяжело. Я рекомендую, с учетом того, что да, вот его нельзя назвать идеальным. Можно было бы лучше сделать подложку, можно было бы лучше там сделать звук. Но сам факт того, что в эти деньги не смогли уместить HDR, нормальную матрицу, IPS и 100% покрытия с RGB, ну извините меня, конечно, я вам буду это рекомендовать. Поэтому ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.